Натальную карту можно сравнить с обычной картой местности. Вот представьте, каждому человеку при рождении дается определенный кусок территории. У кого-то это горы, у кого-то пустыня, у кого-то лес, у кого-то городской пейзаж, у кого-то благодатная почва, ну и так далее. И вот вы, например, смотрите очередного блогера в интернете, который рассказывает, как круто выращивать огурцы. И вот он говорит, что ничего делать не нужно, садите семечко, бросайте семечко в почву, через какое-то время все вырастает, сами живете в Дубае, приезжаете, только собираете урожай, и хочешь ешь, хочешь соли, хочешь маринуй, хочешь маски на лицо накладывай. И вот вы, вдохновленные его результатами, заряжаясь его энергетикой, покупаете его курс, как правильно выращивать огурцы за бешеные деньги обязательно. Покупаете самые лучшие семена, бросаете в свою почву, а у вас, представьте, пустыня. Бережете эти семена, поливаете, таскаете воду не весь откуда. У вас же пустыня, какой-то там оазис, может быть, есть небольшой, где вода есть. Поливаете эти огурцы, бережете от солнечных лучей, чтобы животные никакие не съели. Что-то у вас вырастает, но это что-то слабо похожее на огурцы, горькое, маленькое, сморщенное. И если невозможно, в интернете показывать стыдно, вы думаете, ага, это я не такой, это у меня все так плохо. Начинается самобичевание, берете следующего блогера, а следующий, например, дома строит. И тоже говорит, что вот построил дом, у меня все быстро раскупают, вы начинаете, берете кредиты, начинаете строить эти дома, но кому нужны дома в пустыне? И прогораете, остаетесь с этими огромными кредитами какими-то, с кучей уже нереализованных проектов, идете в терапию, идете к психологу, начинаете докапываться, что вот родители, вот вас не так воспитали, потом понимаете, что это не родители, и все-таки приходите к тому, что а где вы, а что ваше, а какие у вас есть ресурсы, а чего вам конкретно хочется. И начинается вот та самая работа, именно, а что вам хочется, что, какие у вас есть ресурсы. А вот у вас пустыня, пески, ничего не растет, животных не водится. Может быть, есть что-то внутри этой почвы, может быть, смысл такой, что вам нужно раскопать какие-то полезные ископаемые, может быть, нефть, может быть, еще что-то, и жить просто, не тужить на этой добыче. Вот и, условно говоря, вся суть вашей жизни. Жить, добывать, радоваться, получать деньги, ездить, путешествовать и так далее. Так вот, к этому пониманию можно прийти двумя путями. Это вот первый долгий, через пробы, ошибки, через длительную терапию, да, и прийти все-таки к себе. Но это долго, это больно, это, как правило, надо еще выстоять вот эти все, не сломаться, прийти в терапию, найти силы прийти в терапию, пройти вот эту долгую терапию, да, найти ресурсы для этого и понять. Вопрос, сколько пройдет времени, когда вы это осознаете? Потому что, скорее всего, вам все равно так или иначе нужно прийти к этому. Вопрос просто вы придете сейчас, да, когда вам, не знаю, там 20, 30, 40 лет, 50, либо уже 60-70, когда уже и ресурсов нет, и да, все понятно, но и желания нет. Посредством астрологии, конечно же, этот путь можно сильно сократить. То есть натальная карта вам расскажет, какие у вас есть ресурсы изначально, чего вы действительно хотите, по крайней мере, намекнуть на какое-то внутреннее вот это вот желание, расскажет о том, куда нужно стремиться, что делать, какие есть препятствия, чего желательно не делать в этой жизни, да, на какие грабли не стоит наступать, учитывая опыт прошлого. Для быстрого результата, скорее всего, все равно придется идти в терапию, потому что с какими-то вещами сложно справиться. Но, по крайней мере, вы уже здесь, сейчас будете знать, куда, что вы делаете правильно, что лучше не делать, и сформируйте определенную цель и намерение. Сэкономите себе кучу времени, денег, средств, нервов и еще много всего. А что самое главное, когда вы идете своим путем, у вас открывается бездонный внутренний источник энергии, и вы начинаете жить и работать на каких-то совершенно других мощностях. Ресурсов начинает хватать, вы начинаете быть на каком-то подъеме. Конечно, это не все время, бывают и спады, и бывают какие-то неудачи, но вот этот внутренний атомный реактор, который будет гореть внутри вас и все увеличивать и увеличивать свою мощность, будет сильно облегчать путь к цели и будет вам давать необходимое количество энергии, заряда для достижения цели.